Дорогие мои, я вас приветствую. Вы на канале Твой мир. С вами Наталья. Я вас первым делом хочу поблагодарить и пожелать вам в 1000 раз больше всего того, чего желаете вы мне. Дорогие мои, давайте посмотрим сегодня Таро-прогноз для знака зодиака Рыбы на предстоящую неделю с 23 по 29 января. Рыбки, дорогие, настройтесь. Первой картой мы посмотрим, в каких энергиях пройдет ваша неделя. У вас вот открываются прекрасные возможности, прекрасные перспективы в том деле, в котором вы взяли курс, да, у кого-то новое начинание, у кого-то какие-то важные решения вопросов. Здесь для вас пройдет все по справедливости. Здесь для вас идут большие изменения, которые поменяют вашу жизнь. Давайте посмотрим понедельник. Понедельник для вас проходит под картой Рыцарь Пентаклей. О чем эта карта говорит? Она говорит, что в том направлении, в котором вы двигаетесь, надо применить немножко легкости. Хотя есть какая-то скорость, да, есть обороты вашего нового направления, то есть оно движется, но здесь как будто у вас недостаток знаний. Недостаток знаний по тем причинам, что вы не до конца еще понимаете вообще всю суть и решение главной задачи у вас состоит в том, что вам надо применить весь свой жизненный опыт. То есть вам где-то надо добрать новых знаний, которых не хватает, да, и вот в этом направлении двигаться далее, и вот тогда все у вас сложится и получится. Давайте посмотрим вторник для вас. А вторник для вас как раз-таки вы будете пересматривать все вот эти положения, вы будете окунаться в свое прошлое, вы будете применять весь свой опыт. И здесь вы в какой-то момент, когда проведете вот эту ревизию, вы все-таки поймете и нащупаете вот то место, да, в котором была слабинка, почему не было такого движения, как вы хотели. Во вторник для вас эти все-таки осознания придут, и вы поймете, что наконец-то ваше дело, скажем так, будет двигаться вперед. Среда для вас. Среда для вас предстоит сделать какой-то выбор. А выбор в чем? Для многих здесь появится какая-то ситуация из прошлого, которая требует решения этого вопроса, либо человек из прошлого, с которым нужно закрыть вопрос. И вам нужно этот вопрос закрыть нужно обязательно. То есть вы не можете его не закрыть, не можете его не решить. То есть выбор в этом вы должны сделать. Четверг я вижу, что вы выходите победителем. То есть, насколько я понимаю, здесь все-таки вопрос закроется благополучно. Все какие-то недомолвки будут разъяснены. И здесь вы, конечно, поймете, что не зря происходят эти перемены. Все-таки это все к лучшему, и будете строить какие-то планы на будущее. И здесь уже даже без того момента, что кому-то что-то доказывать. Вот только сказала и вытащила карту. В пятницу у вас идет простройка планов на будущее. А здесь вы полны энергии, полны сил двигаться к своей цели, прислушиваетесь к знающим людям. Но здесь, смотрите, такой момент, что вы немножко идеализируете представление того, как будет у вас впереди проигрываться вот этот ваш новый проект или новое начало. Хотя здесь и скорость, то есть развитие событий, это максимально быстрое. Но здесь как бы так немножко не идеализируйте, а посмотрите правде в глаза. Давайте посмотрим, что для вас несет суббота. Суббота для вас несет некий баланс, как будто вам, знаете, то ли поделиться с кем-то надо, то ли отдать кому-то что-то надо. Но здесь такой момент, что этот... Знаете, кому-то, может быть, даже надо дать время своим собственным детям. Такое тоже вполне вероятно. Хотя здесь есть такой момент, что нет энергии, есть усталость, но это мнимая усталость. Здесь вот карта мага в комментариях, она говорит о том, что у вас полно силы и энергии. Вы просто начните это делать, что для многих здесь, да, вот есть такой момент, что дети как-то
выйдут на первый план в субботу для многих. Воскресенье. Воскресенье для вас выходит карта Королевы Пентаклей. Эта карта говорит о том, что свою победу маленькую, да, вы уже одержали. Одержали ее в каком-то партнерстве, в каком-то в решении вопроса. Возможно, здесь какой-то вопрос решался о партнерстве. Здесь как бы эта карта говорит о том, Королева Пентаклей, что вы взяли в себе в партнеры человека достаточно знающего, человека достаточно владеющего информацией для того, чтобы настроить вот эти все ваши механизмы работы, да, до автоматизма. И здесь вот, ну, как-то больше так проигрывается рабочий момент, поэтому о нем говорю. Поэтому в воскресенье вы осознаете, или все-таки вот в воскресенье как раз-таки этот вопрос решится с этим человеком. На совет вам выходит карта девятка кубков. Эта карта говорит о том, что вы довольны тем, что происходит. То есть на совет эта карта говорит о том, что будь доволен тем, что у тебя есть на сегодня. У тебя есть в разы более, чем есть у других людей. Поэтому, как говорится, не гневите Бога, а будьте благодарны. Давайте посмотрим отношения вашей рыбы. Смотрите, рыбы, для тех, у кого была какая-то пауза или какая-то зависшая ситуация в отношениях, на этой неделе она наберет огромные обороты. То есть вы выйдете из этих ограничений, когда не понимаете, почему так, что так. То есть здесь потрясающие возможности для развития своих отношений. И здесь, смотрите, такой момент, что на этой неделе вы можете заложить рациональное зерно в свои отношения. И здесь очень важно сделать шаг, потому что движение ваших шагов, сделанных на этой неделе, даст вам свои результаты чуть позже, в ближайшем будущем. И от того, какие шаги вы сделаете, такой вы получите результат. Давайте посмотрим работу для вас на предстоящую неделю. Ну, в работе, знаете, такой момент, как будто не хватает на все времени. Для кого-то есть такой момент, как будто есть основная работа, да, и есть некая новая работа, новый проект, новая, там, я не знаю, подработка, давайте ее так назовем. И вот здесь на этой неделе у вас катастрофически не будет хватать времени именно на вот это новое начинание. А здесь вот как-то вы больше будете вовлечены, да, в стабильность, которая у вас существует, а на новое у вас как-то не будет хватать времени. Давайте посмотрим, что вас порадует. А порадует вас встреча с королем Пентаклей. Здесь для кого-то проиграется как человек из прошлого, с которым как-то одно время была какая-то борьба, конфронтация. Здесь может быть и борьба характеров, и просто какая-то стычка. И здесь вас ожидает встреча по судьбе с этим человеком на этой неделе. И вас, конечно, бессомненно это порадует. Вы будете чувствовать огромный прилив сил и будете чувствовать себя победителем. Возможно, вот какой-то, я говорю, разговор с этим человеком все-таки сложится благополучно. Что вас ожидает в финансах? В финансах на предстоящей неделе. Здесь, смотрите, прерывается ваше долгое ожидание, которое вы ждали. Кто-то, возможно, ждал поступления денег. Да? Вот здесь как раз-таки вы этот момент получите. Вы получите этот момент и будете, ну не то что рады, вы будете безумно счастливы тому, что вы получили по финансам на данной неделе. Кому-то, может быть, долги вернут, кому-то там зарплату выплатят, я не знаю. Но здесь какой-то очень длительный момент ожидания. И здесь, конечно, вас, бессомненно, это радует. И как будто кто-то даже получает какие-то дивиденды от своих знаний. То есть, может быть, кто-то продает какие-то там свои курсы или что. И вот здесь такой глобальный
прилив, скажем так, этих денег вас, конечно, это бесспорно радует. Давайте посмотрим, что у вас по работе. По работе мы смотрели, да? Финансы, да. Что вас неприятно удивит? Давайте посмотрим, что вас неприятно удивит на предстоящей неделе. Какое-то разочарование. А в чем разочарование? А знаете, здесь вот такой момент идет, как будто вы будете разочарованы в той победе, которую вы одержали касаемо вашей стабильности. То есть здесь вот, возможно, даже какие-то разочарования будут от возврата вот этого короля Пентаклей, человека из прошлого. Это не обязательно возврат, это может быть просто встреча, но здесь вы будете как-то в таком недовольны как-то этим. Хотя здесь все складывается благополучно, по судьбе вам приходит эта встреча, да, для завершения каких-то вопросов, разговоров, возможно. Но здесь как-то вас неприятно это удивит. Возможно, этот человек просто ворвется в вашу стабильность и что-то там расшатает, и это, конечно, будет не очень приятно. На что вам нужно обратить внимание? А здесь, смотрите, для многих нужно обратить внимание на чрезмерное употребление алкоголя. Здесь такая информация идет о том, что можете попасть в какую-то неприятную ситуацию, которая ранее с вами уже происходила. То есть, знаете, вот, ну, давайте так скажу, может кто-то перебрать, да, и позвонить там куда-то в прошлое. Да, и вот здесь как-то потом будете себя просто корить, зачем вообще это сделал, зачем, ну, так поступил, зачем мне это вообще надо. Да, здесь очень много у кого вот так проиграется, и вы потом просто будете, ну, очень себя неловко чувствовать в этой ситуации. Поэтому на это обратите внимание, лучше это стабилизировать и вообще не начинать. Рыбки, вот такой расклад у меня получился для вас. Я вам желаю всего светлого, всего доброго, всего самого лучшего и благополучного. Рыбы, дорогие, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, обязательно пишите, как проигрывается расклад. А я вам желаю всего светлого, доброго. Еще раз повторю, берегите себя, берегите своих близких. И до новых видео. Ваша Наталья.